Корневая поросль плодовых деревьев. Вроде бы совершенно бесплатные саженцы, можно хорошо сэкономить. Но есть тут несколько очень важных нюансов. И сегодня как раз видео именно об этом. Можно ли использовать корневую поросль в своем саду? Итак, корневая поросль образуется на корнях материнского растения. Ну, собственно, почему она и называется корневая поросль. Очень часто такую корневую поросль дают культуры алыча, слива, вишня, иногда яблони. Но ведь у себя в садах, как правило, в большинстве случаев мы выращиваем привитые какие-то культуры. То есть культурный сорт привит на какой-то подвой. И вот самое главное, что вы должны понимать, что вот эту корневую поросль дает не сорт, который привит, а именно вот это материнское растение, подвой. И вот тут возможны несколько вариантов. Вариант первый. Берут семечко какой-то плодовой культуры, сеют его в землю, и через какое-то время, через пару лет, когда этот сеянец подрастает, его срезают и на него прививают хороший культурный сорт. Как правило, сеянцы сразу образуют хорошую, мощную корневую систему и являются более устойчивыми. Естественно, что корневая поросль от такого сеянца, она будет вот той самой дичкой, будут мелкие невкусные плоды. Второй вариант – так называемые клоновые подвои. Эти подвои получают не путем посева семян, а путем укоренения черенков или отводков. Но имейте в виду, клоновые подвои фактически это та же самая дичка. Они будут давать мелкие и невкусные плоды. Для создания клоновых подвоев используют именно технические сорта, не культурные. Но сорта, которые обладают определенными свойствами необходимыми. Например, они могут быть сильно рослыми, могут быть слабо рослыми, они могут быть морозоустойчивыми, они могут быть устойчивыми к каким-то заболеваниям или к засухе, но сами по себе вкусных плодов они не дают. Поэтому это тоже получится дичка. И, естественно, корневая поросль от такого клонового подвоя тоже будет самой дичкой. Третий вариант – корнесобственные растения. Да, такое иногда случается, что некоторые сорта наших плодовых культур укореняются черенками. Вот если вы укоренили черенок, вам это удалось, и вы его посадили, и вдруг он стал гнать корневую поросль, можете на 100% быть уверены, что эта корневая поросль полностью повторит все свойства этого сорта. Почему? Потому что оно повторяет свойства материнского растения. Ваш корнесобственный саженец не привитый. Соответственно, и корневая поросль у него будет точно такая же, как и само материнское растение. Ну и, наконец, четвертый вариант. Очень интересный. Иногда так бывает. Вы взяли семечко какого-то вкусного культурного сорта, посеяли, выросло растение, которое тоже дало крупные и вкусные плоды. Пускай это не точное соответствие сорту, который вы сели, но тем не менее плоды крупные и вкусные. Можете тоже быть на 100% уверены, что корневая поросль, если она будет образовываться от такого растения, будет полностью повторять эти свойства. Конечно, такое растение можно использовать. Можете смело его откапывать и высаживать в качестве какого-то плодоносящего растения у себя в саду. Пускай это не сорт будет тот же самый, повторюсь, но тем не менее, если вам такие плоды нравятся, почему их не использовать? Это уже и не дичка, но это еще и не сорт. Но если плоды нравятся, конечно, используйте. И корневую поросль в том числе. Ну хорошо, теперь, когда мы разобрались, что такое корневая поросль и какая она бывает, перейдем к практическому вопросу, а как ее можно использовать? Ну, собственно, ответ, я думаю, очевиден. Если ваша корневая поросль – это дичка, будь то это сеянец каких-то семян, будь то клоновый подвой, в общем, если эта поросль дает именно подвой, то, скорее всего, ваша корневая поросль будет дичкой. И использовать ее можно точно так же. Нужно ее откопать, отсадить, и на нее уже сделать прививку хорошего культурного сорта. Если же ваша корневая поросль сохраняет свойства хорошие, полезные, крупные плоды дает, вкусные плоды дает, то есть сортовые даже какие-то, то такую, конечно, корневую поросль можно использовать без всяких прививок, просто откапывая и высаживая у себя в саду. В общем-то, вроде бы все просто, но и тут есть еще один подвох. Дело в том, что корневая поросль, которую вы откопали от материнского растения, унаследует в том числе и вот эту способность давать в обильном количестве эту самую корневую поросль. Может быть, не сразу, но при повреждении корней, при очень сильной обрезке вашего растения, при морозобоинах, при засухе, при переливах, в общем, при всяких стрессовых ситуациях, вот это растение, полученное из корневой поросли, причем неважно, это дичка будет или это будет хороший сорт какой-то,
Тем не менее, оно будет точно так же давать большую корневую поросль. Вот эти свойства сохраняются не только в размере плодов, там, вкусности их, но еще и в способности образовывать корневую поросль. Поэтому можно использовать на самом деле, но следует это обязательно учитывать. И поэтому, если вы решили у себя в саду все-таки использовать корневую поросль, используйте ее в тех местах, где она уместна. Например, вдоль забора где-то, на границах участка, где она не будет особо мешать. Можно ограничивать рост корневой поросли, я когда-то об этом рассказывал. Один из вариантов – это вкопать вокруг вашего растения, естественно, на расстоянии, какой-то глубокий ограничитель по кругу, чтобы корневая поросль не расползалась в стороны. Конечно, это утомительная работа, но тем не менее. Ну и, пожалуй, самый лучший вариант бороться с корневой порослью – это просто регулярно ее скашивать. Ну вот газонокосилка в этом плане хороший вариант. Я и сам это пробовал всю жизнь. То есть вот так вот газонокосилкой проходишь, и поросль тебя какое-то время не беспокоит. Об этом писали и зрители в комментариях. В общем, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И если уж ваши растения дают корневую поросль, и вы думаете, что это будут бесплатные саженцы, вы сэкономите деньги, вы можете приобрести себе достаточно много хлопот и головную боль. В общем, подумайте о том, стоит ли использовать корневую поросль на своем участке. Конечно, запретить вам никто не может, но тем не менее подумайте с учетом всего того, что я вам сегодня рассказал. Ну вот, у меня, пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.